Сейчас я откладываю также и это изображение. И я возьму просто лист бумаги. Пока у нас есть эта краска, мы можем попробовать, как себя ведет вот, темпера поливинилацетатная и темпера яичная. Вот я еще выдавлю, потому что она у меня немножко уже растеклась. Значит, если мы возьмем, например, давайте вот разные кисти попробуем. Вот у меня одна кисть такая синтетическая, рыженькая. Я беру вот краска, которая у меня с добавлением яичной эмульсии, и я делаю просто вот такие мазки. Видите, получается как бы все так, ну, между собой они сплавились нежно. Сейчас мы попробуем то же самое сделать без добавления яичной эмульсии. Как видите, вот они более уже дают между собой, они дают между собой больше разницы какой-то. То есть вот им уже присуща неравномерность в, скажем, тональная неравномерность больше им присуща. Этим мазкам больше присуща тональная неравномерность, как видите. Вот. Теперь давайте попробуем залить небольшое. Вот мы берем, сейчас мы попробуем залить небольшое локальное пятнышко краской с добавлением яичной эмульсии. Так, и мы можем ее сейчас, например, еще вокруг пройтись вот такой водичкой, как бы сделаем такую растяжечку, вот как у нас получается, видите? Вот у нас получилось такое пятнышко. Теперь мы попробуем то же самое мы проделаем с таким пятном без добавления яичной эмульсии. Вот уже краску положить равномерно все-таки труднее той же беличьей кистью. Возможно, она, если вот сделать вот так после всего еще, видите, уже лучше. Но это пятнышко легло гораздо проще, то есть я не прикладывала никаких усилий к тому, чтобы оно залилось равномерно. И сейчас вот мы также вот его размоем и сделаем такую растяжечку, сведем на нет. Но здесь есть свой плюс в том, что вот когда мы так делаем, то это пятнышко не так растекаемо, как с яйцом. Вот у нас получилось два таких пятнышка. Я пока этот листик так оставляю, и в процессе работы мы еще будем позже возвращаться. И здесь, возможно, продолжим какие-то эксперименты, будем пробовать вариант сравнения, будем сравнивать яичную темперу и поливинилацетатную именно в работе. Может быть, мы позже напишем еще какой-то пейзаж или попробуем, может, цветочек какой-то сделать, вот именно параллельно, вот так как я сейчас показываю вам на примере карпика. Я не говорю, что что-то хуже или лучше, потому что здесь есть свои
преимущество в каком-то случае у одной краски и у другой, но смотря какие мы цели в том или ином случае преследуем. А сейчас всем спасибо за внимание, всего хорошего и до новых встреч.